Может ли Россия развалиться как страна? Если да, то какова вероятность данного сценария? Обо всем этом и не только ты узнаешь в моем видео. Не будем терять ни секунды, погнали! Итак, для того, чтобы какой-то стране развалиться, нужно очень хорошо постараться, а особенно в 21 веке. Ибо в наше время, если страна огромная, но при этом ее население является мононациональным, то речи о развале быть не может. Но Россия — это многонациональная страна, которую населяют различные народы. Некоторые из этих народов имеют даже свою автономию в составе Российской Федерации и могут изучать родной язык наравне с русским. Конфликтов на национальной почве в России фактически не наблюдается. Однако ввиду начала украинско-российского военного конфликта противоречия между русскими и национальными меньшинствами в России усилились. Протесты в российском регионе Башкирии в 2023 году, которые поддержали даже некоторые башкирские военные. Паника в Махачкале, когда национальные меньшинства лезли в турбину самолета в поисках евреев, а также несколько войн в чеченском регионе и недолгое отделение Татарстана от России в начале 21 века показывают нам то, что национальные меньшинства России не всегда довольны политикой русских властей и иногда желают независимости своих регионов от России. Проблема с национальными меньшинствами в России никуда не пропала. И если в российском государстве возникнут трудности, то не исключено, что Россия как страна будет разваливаться на отдельные регионы. Причем такая ситуация не является фантастикой, и России достаточно лишь получить политический или экономический кризис, чтобы осознать это. Каждая национальность в нашем мире всегда будет стремиться к своей независимости, и на это решение ничего не может повлиять. Такое национальное мышление заложено природой, и его возможно укротить лишь подкупами или уговорами. Пока в России экономика более-менее справляется, а правоохранительные органы успевают отлавливать подстрекателей национальных меньшинств, то российское государство может и дальше жить спокойно, без угрозы развала. Однако война в Украине меняет все. Из-за нее российское государство уничтожает свою экономику ради победы в Украине, тратит людские ресурсы и заставляет многие национальные меньшинства переживать за свое положение. Многие народности России не хотят отдавать свои жизни за интересы русских. И если в России усилится мобилизация, то не исключено, что эти народы начнут протестовать. России нужно закончить конфликт в Украине как можно быстрее. Россия хочет прорвать украинский фронт, чтобы не получить новые проблемы. Но не только война в Украине влияет на ситуацию внутри России. Немаловажную роль играет и политический кризис в российской власти, который продолжается уже несколько лет. На данный момент власть в России сконцентрирована на ее президенте Владимире Путине. Владимир Путин, как президент Российской Федерации, смог удержать все регионы с национальными меньшинствами в составе России. Путин даже прибавил территории для страны за счет Украины, чем вызвал одобрение у многих россиян. Но Путин не является бессмертным. Когда-то ему придется уйти с поста президента России и отдать его другому человеку. Этого требует и закон, и то, что уже Путину 71 год. Однако человек, который станет президентом после Путина, будет неизвестен для многих и вряд ли его будут уважать. Новому президенту России придется заслужить доверие россиян и отразить натиск российской элиты, которая захочет больше полномочий. Не будет удивительно, что для России наступят тяжелые времена, после которых она может развалиться. Национальные меньшинства могут воспринять смену президента России как свой шанс для получения независимости и усилить протесты по всей стране. Тем более сейчас, если подумать логически, Путин не для всех является законным президентом России. Этот человек переписал конституцию страны, чтобы законно занять пост президента на 6-й срок. И это уже вызывает политическую нестабильность в России. Никто до сих пор не знает, кого Путин выберет своим преемником и что будет с Россией дальше. Страны Запада, а также Украина задействуют множество медиатехнологий для нестабильности в Российской Федерации. И именно поэтому мы с тобой и говорим о возможности развала России. Проблема с национальными меньшинствами России никуда не пропадет в ближайшее время. И решать ее нужно российской власти уже сейчас. Тем более, чем дальше в лес, тем больше дров, так как Россия испытывает еще и демографические проблемы. Русские люди фактически не рожают детей, в отличие от большинства национальных меньшинств. И процентное соотношение русских в России неуклонно снижается. В связи с этим национальных меньшинств на территории
России становится больше, и контролировать ситуацию становится труднее. Я даже не удивлюсь, если именно из-за этого Путин и назвал демографию главной проблемой России, которую он собирается решить. Российская страна – это сложная система, которая напоминает акробата, идущего над пропастью. Любая ошибка или неверный шаг, и Россия получит огромные проблемы. Пускай сейчас Россия держится, но все же мы не можем идеально предугадать будущее, понимаешь? Тем более, что кроме озвученных мною проблем, есть еще и проблема в армии. И дело не в том, что русская армия коррумпирована, а в том, что она многочисленна. Огромное количество людей подписало контракты и отправилось воевать на территорию Украины. Рано или поздно эти люди вернутся домой, и их психологическое здоровье вряд ли будет как у простого человека. Они могут стать проблемой номер один для России, потому что после войны человеку довольно сложно найти работу или завести семью. Часто у таких людей возникает разочарование в стране, за которую они рисковали жизнью, и на этой почве некоторые бывшие солдаты могут заняться преступностью или же примкнуть к различным радикальным организациям, которые будут желать перемен в России здесь и сейчас. В истории полно моментов, когда солдаты, воевавшие за какую-то страну, направляли свое оружие против этой же страны. Например, латышские стрелки, которые воевали за Российскую империю и внесшие огромный вклад в защиту Санкт-Петербурга от немцев, примкнули в большинстве своем к движению большевиков и воевали уже против сторонников Российской империи. Эти же стрелки потом вернутся в уже независимую Латвию, и некоторые из них будут служить в армии Латвии. И вот если латыши смогли провернуть такие действия в 20 веке, то почему такие же действия не смогут провернуть чеченцы или башкиры в 21 веке в случае нестабильности в России? Те же чеченцы, например, внесли огромный вклад во время битвы за Мариуполь. Мариуполь — это довольно важный стратегический город, а битва за него является одной из важнейших битв украинско-российского военного конфликта. И если чеченский народ посчитает, что российское государство его чем-то обделило, то чеченцы начнут протестовать. А если вдобавок в России поменяется президент или начнется очередной экономический кризис, то тогда неудивительным будет начало Третьей Чеченской войны. И если все озвученные в этом видео проблемы Россия будет игнорировать, то развал России может оказаться реальностью. Нарратив о развале России не является выдумкой западной пропаганды, как могут подумать многие, а о нем говорили еще блогеры в 2020 году, что подчеркивает актуальность данной проблемы для России. Сможет ли выстоять российское государство или нет, покажет время. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч.